Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, большая просьба: подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, пересылайте это видео своим друзьям и знакомым, а я начинаю. Тема сегодняшнего видео – это сфера деньги. И самое важное состояние в сфере денег – это состояние 4-8, состояние стабильное, в котором вам необходимо в сфере денег приложить усилия для того, чтобы о ваших знаниях, о вашей экспертизе, о ваших успехах узнало как можно больше людей. Почему это важно? Почему в сфере денег не нужно скромничать? Почему необходимо прилагать усилия для того, чтобы больше людей узнало о том, что вы существуете? И если мы посмотрим внимательно, сфера денег и сфера отношения и семья находятся по диагонали, то есть они очень сильно взаимосвязаны. Карьера и бизнес находятся рядом со сферой денег, но в сфере денег самое важное – это репутация. Репутация – это ваша возможность, ваша способность выполнять договоренности, это ваше умение справляться с рисками, ну и, как следствие, умение добиваться целей при том необходимом количестве ресурсов, которые вы запланировали, с теми единомышленниками, с которым вы нашли контакт. И давайте еще раз вернемся к состояниям. В состоянии денег три составляющие вашего состояния. Это состояние 0,4 нестабильное состояние. В нестабильном состоянии в сфере денег 0,4 вы имеете постоянный регулярный доход. Он может быть там низким, он может быть высоким, он может быть очень высоким, но этот доход зависит всего лишь от того, какой вы необходимый навык приобрели, какая компания считает вас ценным сотрудником или где вы считаетесь как бы хорошим ценным специалистом. Для того, чтобы увеличить спрос на ваши услуги, на вашу экспертизу, на ваш опыт, на ваше умение решать ситуации, на ваше знание, как бороться с рисками, можно перечислять очень много положительных качеств, которыми вы, безусловно, обладаете. Задача состояния 4-8 все-таки это анализ, разобраться, в чем вы сильны, в чем вы можете быть полезными, чтобы другие люди, которые к вам обратятся, получили вашу экспертизу, воспользовались вашими услугами, воспользовались вашими товарами, если вы как бы предлагаете или производите какой-то товар. Если вы не будете делать усилия по своему продвижению, вам придется рассчитывать только на свой доход, то есть состояние 4-8 в сфере денег предусматривает какой-то новый вид дохода. Это может быть чаще всего какая-то преподавательская деятельность, это может быть участие вас как эксперта в обсуждении каких-либо задач. Возможно, вы достигнете такого уровня, когда уже будете визионером, когда вы будете предсказать, что в отрасли как бы будет. Если отрасль находится в кризисе, вы предложите какое-то интересное решение по выходу из этого кризиса. Если вы переходите из одной сферы деятельности в другую, то ваш предыдущий опыт в какой-то мере, я всем желаю, чтобы в 100% мере он был полезен, был каким-то образом как бы трансформирован. Вы ощущали уверенность и гордились вашим предыдущим опытом. Зачем это нужно делать, продвигать себя, какими инструментами вы можете воспользоваться? В колесе жизненного баланса больше рассказывается о принципах. Все инструментарии в колесе жизненного баланса предназначены для того, чтобы вы от одного состояния, более низкого 0,4, переходили к следующему состоянию, в котором вы набираетесь опыта. Вот миссия состояния 4-8 – это набираться опыта, копить его. Этот опыт вам позволяет легче справляться с текущими задачами, типовыми, которыми вы
ну, с которыми вы сталкиваетесь как бы каждый день. И по мере того, как больше людей уже знакомо с вашим опытом, вы получаете дополнительное подтверждение вашей ценности и переходите в состояние 8-10. Состояние 8-10, когда вы уже используете свое эмоциональное преимущество от того, что вы владеете необходимыми навыками, у вас все получается. Ну, это состояние дает вам возможность экономить свои силы, экономить свое время, то есть вам как человеку-эксперту достаточно не очень много времени потратить на анализ ситуации, чтобы, ну, предложить какое-то там очень яркое, интересное решение. Конечно, здесь больше примеров в креативной сфере, когда создается какой-то хороший, яркий рекламный ролик, какая-то креативная рекламная кампания. Ну и в сферах, связанных с производством, здесь есть тоже место творчеству, есть чем гордиться. У кого какие успехи, пишите, пожалуйста, в комментариях, я сейчас продолжу. Сфера денег очень тесно идет в ногу с личностным ростом, и основная задумка такого расположения как бы сфер, близко друг к другу, получить доступ к знаниям, которые вообще существуют при ваших возможностях. Это знания могут быть, которые расширяют ваш кругозор. Это обязательно нужно делать минимум один раз в году. Знания, которые вам необходимы в вашей сфере, это специализация, то есть необходимый уровень подготовки специалистам нужно подтверждать, то есть сдавать какие-то экзамены, получать дипломы, получать необходимые практические навыки. То есть все это присутствует в нашей жизни. Кстати, напишите, какой курс, который вы прошли, какое обучение для вас оказалось очень-очень полезным с точки зрения эмоционального состояния, то есть вы получили мотивацию. И второй курс обязательно укажите, который вы прошли, чьи навыки вы освоили, которые были вам полезны. И вот здесь вот, если мы сравним состояние личностного роста 4-8, то есть когда мы из обучения пытаемся что-то в ближайшей перспективе применить к своей практической деятельности, вы заметите, что здесь есть очень как бы много общего между состоянием 4-8 в личностном росте и состоянием 4-8 в сфере денег. В состоянии личностного роста вы просто пытаетесь применить те знания, которые вы получили на обучении. При этом здесь результат может быть разный. Здесь не нужно себя как бы корить за то, что что-то не получилось. Вы попробовали применить, и вот этот опыт применения дает вам понимание того, что или вы не готовы трансформировать эти знания в практику, либо эта трансформация, она требует более значительных усилий, требует привлечения как бы посторонних специалистов, то есть вам ситуация становится как бы ясна, вы с этой ситуацией самостоятельно справиться не можете, наверное, уже для решения этой ситуации вам нужно чуть-чуть подготовиться, привлечь специалистов, попробовать, если результат, который дают специалисты, и вы в нем участвуете, вас устраивает, задача решена. Если задача не решена, идем на вторую попытку, третью. Самое главное, чтобы у вас был баланс между целесообразностью достижения этой цели и те трудозатраты, которые вы готовы понести, в том числе и ваше время. Итак, в сфере денег 4.8 какой инструмент используется? В первую очередь это понимание того, в чем вы сильны, какой инструментарий вы можете использовать. Это соцсети, это может быть фотоконтент, это может быть видеоконтент, это может быть публикация в специализированном издании, это просто поднятие вопроса, как вы видите ситуацию, небольшая панельная дискуссия в специализированной литературе. Это может быть общение в сфере вашего профессионального сообщества. То есть вы, пройдя вот этот вот путь в течение года, начинаете понимать, какие инструменты для вас лично являются эффективными с точки зрения продвижения вас. Второй ответ, который вы для себя должны получить: каким инструментом вам пользоваться комфортнее, ваше эмоциональное состояние, что вас воодушевляет, что вас
вдохновляет. Это тоже очень важно при продвижении найти новый источник вдохновения. Может, кто-то не имеет опыт публичных выступлений, получит этот опыт публичных выступлений и поймет, что для него выступить один раз на какой-то специализированной конференции, выставке, это более чем достаточно. А другие выберут путь, когда ежемесячно будут делиться своими знаниями. Почему? Потому что когда вы начинаете делиться своими знаниями, вы замечаете, что все ваши знания, ваш опыт структурируются в понятную информацию, краткую, полезную для сообщества. Итак, всем, кто смотрел это видео, всем желаем хорошего дня. У вас все получится. Я в вас верю.